От столицы Армении города Еревана до города Ичмиадзина всего 20 километров. На машине можно доехать до городской площади имени Комитаса за 30-40 минут и оказаться у ворот Ичмиадзина. Побывать в Армении и не посетить святой город Ичмиадзин значит не увидеть ее духовную душу. Именно здесь на протяжении веков формировалась самобытность армянской национальной культуры. Ичмиадзин стал центром духовной жизни, государственности и веры армянского народа. Здесь находится резиденция католикоса, который возглавляет армянскую апостольскую церковь. Сегодня Ичмиадзин – это колыбель христианства в Армении. Это место является местом паломничества для армян всего мира, христиан, людей, интересующихся историей и религией. Территория Ичмиадзина большая, здесь можно провести несколько часов, увидеть и узнать много интересного. Здание нового храма – Церковь Святых Архангелов. Закладка фундамента этой церкви состоялась в 2007 году, а освящение прошло 5 ноября 2011 года. Церковь расположена в северо-западной части двора Геворкянской духовной академии. Хачкары – резные каменные кресты, возводимые в память о важных событиях, героях или святых. Каждый хачкар – произведение искусства с крестами, растительными орнаментами и геометрическими мотивами. Ичмиадзин хранит множество древних хачкаров и современных хачкаров. Каждый хачкар рассказывает свою историю. При Ичмиадзине действует духовная академия, где обучаются будущие священники и исследователи армянской культуры. Здесь изучают богословие, историю церкви, древние языки и рукописи. Это трехэтажное здание студенческого общежития «Духовная академия» предназначено для проживания примерно 120 студентов. Новый спальный корпус введен в эксплуатацию в 2000 году. Здесь же рядом находится старое здание общежития. Ворота святого Григория Просветителя построены в 2001 году в композиционном единстве с открытым алтарем. Согласно легенде, Григорий Просветитель увидел сон. В этом сне Иисус Христос снизошел с небес, держа золотой молот, и ударил по месту языческого храма. Проснувшись, Григорий рассказал свое видение царю Трдату. Царь повелел построить на этом месте христианский храм и назвать его Ичмиадзин, что в переводе с армянского означает «сошел единородный». И вот уже более 1700 лет святой Ичмиадзин является духовным центром верующих армян. Фасад по центру арки украшает трехметровый крест, по обе стороны от которого барельефные изображения святого царя Тртада III и святого Григория Просветителя. На западном фасаде барельефы святых апостолов Фаддея и Варфоломея, распространявших христианство в Армении. В 301 году царь Тртад III принимает христианство. Кафедральный собор Ичмиадзина был построен в 303 году, всего через 2 года после того, как христианство стало официальной религией Армении. Это делает Армению первым в мире государством, принявшим христианство на государственном уровне. Армянская церковь на протяжении веков в нетронутой чистоте сохраняла и передавала из поколения в поколение православное вероисповедание, оставаясь верной учению Господа Иисуса Христа, апостольской традиции и наставлениям святых духоносных отцов. Репсиме – одна из самых известных святых армянской церкви, символ чистоты, веры и мужества. Жила в III веке, начале IV века в Малой Азии. Молодая, благочестивая, известная красотой и стойкостью. Когда языческий император захотел жениться на ней, Репсиме отказалась, посвятив жизнь Богу. Она вместе с группой других христианских девушек прибыла в Армению, где продолжила монашескую жизнь. Репсиме осталась непоколебимой и отказалась выйти замуж за царя Тртада. За это она была замучена за веру.
став символом духовной чистоты и мужества. Согласно преданию, Гаене была подругой Репсиме и ее наставницей, а также духовной руководительницей монахинь. Она посвятила жизнь монашеской дисциплине, обучая других духовным традициям и поддерживая веру общины. Гаене также приняла мученическую смерть за свою веру. В ее честь построен монастырь Гаене, который сохранился до наших дней и находится здесь же, в Эчмиадзине. Часовня баптистерии святого Вардана и святого Иоанна Крестителя расположена в северной части двора кафедрального собора. Современное сооружение, сохраняющее дух древнего христианства, доступное для туристов, желающих ознакомиться с историей и архитектурой Армении. Эчмиадзинский кафедральный собор – старейший христианский собор в мире, заложенный в 301-303 годах. Первоначально в виде базилики, позже перестроен в крестообразную форму с куполом на 4 столбах. В XV веке появилась колокольня. После 12-летней масштабной реконструкции собор был заново освящен и открыт для публики в сентябре 2024 года. Интерьер поражает глубиной и символизмом. Внутреннее убранство Эчмиадзинского собора уникально для армянской архитектуры, так как большинство древних храмов страны внутри аскетичны. Основную художественную ценность представляют фрески и реликвии. Художник Авнатан Хачатурян создал росписи святых, священнослужителей и библейские сцены, наполняя храм духовной атмосферой. Эчмиадзин хранит множество тайн. Некоторые рукописи и артефакты до сих пор изучаются учеными. Каждый камень и роспись пропитаны многовековой историей. В Эчмиадзине, духовном центре армянской апостольской церкви, верующие и паломники верят в силу святынь и чудеса, связанные с реликвиями, такими как копье Лонгина, святое копье, которое, как говорят, спасало от эпидемий в Грузии, и окаменевшим деревом, мощи Ноева ковчега, что подчеркивает его чудодейственную силу и значимость для верующих. Эти верования прочно связаны с историей и священными объектами первопрестольного Эчмиадзина, где происходит паломничество и хранятся великие святыни. Мирсоп Маштоц создал армянский алфавит в начале V века, позволив сохранить культуру и веру. Первая книга была учебником для духовных наставников и Библией на армянском языке. Каждый, кто посетит Эчмиадзин, почувствует величие его истории и мощь веры.